Первая планета это у нас Меркурий. Самая близкая к планете от Солнца, хотя, мне кажется, это знают даже дети, которые до сих пор в детском саду. Но то, что она самая горячая, это естественно. Очень интересно то, что у нее очень резкие смены температуры. То есть насчет того, что она очень горячая, это не совсем так. То есть она с одной стороны очень горячая, с одной стороны очень холодная. То есть вот с этой стороны, которая находится от Солнца, могут быть температуры там минус 300 градусов Цельсия, а со стороны, которая направлена к Солнцу, могут быть плюс 400 градусов Цельсия. Почему? Вот почему это так. И есть такое понятие, как атмосфера. Атмосфера – это воздух. То есть воздух, у Земли она есть, она очень достаточно толстая, поэтому мы и дышим. А в космосе там вакуум, там нет ничего. В смысле, там нет воздуха. И мы еще будем говорить про такую вещь, как солнечный ветер. Но, в принципе, говорить там не особо много чего. Но, в общем, солнечный ветер, он идет и просто сдувает атмосферу с Меркурия. Поэтому там отсутствует атмосфера. Но, кстати, на этой картинке они нарисовали атмосферу Меркурию почему-то. Они нарисовали тут атмосферу даже тем планетам, которые из газа состоят полностью. И атмосфера, она это как кофта. То есть человек вырабатывает тепло, и в космосе там маленькая температура, очень маленькая. И это как зима у нас. То есть, я утрирую. То есть представим, что сейчас зима, и вы идете на улицу. Конечно же, на улицу вы оденете куртку, свитер, и вы это делаете, чтобы тепло, вырабатываемое вашим телом, не улетучивалось. Иначе вам будет очень холодно, вы замерзнете и простынете. Так вот, у Меркурия, то есть у него ветер, и вот у Меркурия у него нету этой кофты, поэтому та часть, которая отвернута от Солнца, она не подвергается излучению Солнца, то есть ее ничто не нагревает. А кофты нету, поэтому тепло очень быстро улетучивается. Еще можно учесть то, что Меркурий сам по себе достаточно медленно вращается. Но он быстро вращается, кстати, вокруг Солнца. У него год на Меркурии длится, если я не ошибаюсь, 88 дней. Вторая планета – это Венера. Венера – это полная противоположность Меркурия. То есть первое – это то, что она намного больше Меркурия. Вот есть такая подсказка для меня. Вот если, например, у Меркурия радиус 2500 километров, то у Венеры радиус уже 6000 километров. Но у Венеры это по сути самая горячая планета во всей Солнечной системе. А почему так? Ведь она дальше, чем Меркурий. То есть если на Меркурии температуры там условно днем температура плюс 300 градусов, а ночью минус 300 градусов, то на Венере по всей поверхности температура плюс 400 градусов. Почему? Потому что у нее кафтан. И кафтан прям такая шуба у нее. То есть у нее такая шуба, которая почти не выпускает тепло. То есть это называется парниковый эффект. Условно там вот она. То есть вот Венера. И вот это ее орбита, и вот это вот Солнце. Оно испускает потоки, которые... То есть этот поток, он заходит в атмосферу. Тоже из-за того, что атмосфера очень толстая, это самая большая атмосфера вообще в Солнечной системе. То есть он частично отражается, а частично пропускается.
После этого он ударяется в Венеру и тем самым ее чуть-чуть нагревая. А потом он отражается от нее. И здесь снова атмосфера играет роль. То есть он большую часть отражает, а меньшую часть выпускает обратно. То есть получается большая часть света вот так вот по Венере летает и ее нагревает. А представьте себе, что этого света прям много. Ну, естественно, то есть на Венере там постоянно держится очень высокая температура. Она почти не остывает. Там постоянные извержения вулканов, там везде лава. То есть это такой прям ад. Там даже идут кислотные дожди, насколько я знаю. Ну, дальше у нас идет Земля. Ну, про Землю я, наверное, не знаю, наверное, не стоит говорить про Землю, потому что Земля — это планета, которую знают все. То есть про Землю вы будете говорить, ну, про Землю это вообще, если честно, не ко мне, это больше к географам. Вот, есть целая наука, география, которая как раз изучается изучением Земли. Дальше идет Марс, который является очень интересной планетой и последней из планет земной группы. Что такое земная группа? Это Меркурий, Венера, Земля, Марс. А вот Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — это считаются уже газовые гиганты. Вот. Потому что они состоят из газа, а земная группа она похожа на Землю, она состоит из камня. Марс — это, его еще называют красной планетой, это, кстати, кто-нибудь знает, почему она красная? Почему Марс красный? Потому что это химический процесс, то есть в грунте Марса там железо, которое окислилось, поэтому Марс красный. И Марс на самом деле очень-очень маленький. То есть он, наверное, размером чуть-чуть побольше Меркурия. Вот у меня же моя есть шпаргалка. Марс, ну то есть Земля — это 6,3, ну 6,3 тысячи километров, а Марс всего лишь 3,4. То есть Марс где-то в 2 раза меньше, чем Земля. Ну это достаточно мало, его еще хотят колонизировать. Вот. Вот там уже климат достаточно приятный, потому что, ну, днем, естественно, потому что днем там плюс 30 градусов, а ночью минус 130 градусов. То же самое, потому что у него есть атмосфера, то есть уже не 300 градусов, не минус 300, а уже хотя бы минус 130. Это свидетельствует о том, что у него есть атмосфера, но она там маленькая. Да и плюс, по-моему, она большую часть состоит из углекислого газа. Кстати, на Марсе есть самый высокий вулкан в мире, Олимп, который 21 тысяча километров, по-моему. А наш Эверест отдыхает, потому что Эверест — это 11 тысяч километров, а марсианский Олимп — это 21 тысяч километров. Ой, не тысяч километров, а просто километров. Ну, у него 2 спутника, Фобос и Деймос, мы тоже про них говорить будем. Я даже расскажу вам очень интересную легенду про них, но не знаю, насколько это правда. Я не особо буду про характеристики говорить, потому что это просто перечисление википедийных данных. Год на Марсе, кому интересно, 686 дней, это 2 земных года. Получается очень интересно то, что по размеру он в 2 раза меньше, но по году он в 2 раза больше. Кстати, по-научному год называется сидерический период. Кстати, у Марса даже есть полярные шапки. Насчет воды, это почти скорее всего будет правда, потому что в камнях на Марсе доказано, что есть маленькие кристаллики льда. И даже, возможно, под поверхностью Марса, ну, то есть на поверхности там солнечная радиация, но то есть солнечная радиация, она достаточно крупная, очень мало проникает. То есть она, вот, например, если взять какой-нибудь астероид, казалось бы, астероид должен быть весь радиоактивный, но на астероид один отправили зонд, и оказалось, что больше 2 метров радиация вообще не проникает. Поэтому на Марсе вполне под поверхностью могут быть какие-нибудь простейшие бактерии. Да, это вам не зеленые человечки, но жизнь.
внеземная. Теперь мы переходим к газовым гигантам, а именно Юпитеру. Ну, то, что это самая большая планета в Солнечной системе, я уже говорил, и да, это знают, в принципе, все. Он состоит из газа, то есть у него есть атмосфера, которая полностью покрывает планету. И он настолько неизведанный, что даже никто не знает, есть ли у него ядро. Ядро твердое. Наверное, все знают миф, что кольца есть только у Сатурна и Урана. На самом деле, кольца есть у всех газовых гигантов Солнечной системы. Ну, про Сатурн, кроме как его колец, говорить тоже нечего, потому что он... я забыл сказать, что у Юпитера 79 спутников, это прям до хрена, а у Сатурна у него аж целых 82 спутника. Про кольца Сатурна, то есть это такая вещь, то есть там тоже не особо много говорить, то есть там это обычные ледяные глыбы, которые летают вокруг него, ну, то есть кто-то думает, что это упавшие на него спутники, кто-то думает по-другому. Интересная очень планета в плане самого вида — это Уран. Вот это вот реально интересная планета, потому что он реально лежит на боку. Это не миф, то есть там, по-моему, 86 или сколько градусов у него наклон. Это самый большой наклон в Солнечной системе. А почему он так лежит, тоже никто не знает, потому что, скорее всего, в него что-то врезалось. Вот так, мне кажется. И Нептун. Нептун — это планета такая же, как Уран, только не перевернутая. И на самом деле Уран и Нептун — это не совсем газовые гиганты, это больше ледяные гиганты. То есть чем отличаются газовые от ледяных гигантов? Нет, никакого льда там нет на самом деле. Просто они отличаются химическим составом. Просто на них больше просто азота, аммиака. Ну это в химии будете проходить. Фух, пора воровал.